Всем доброго раннего утра. У меня голос немного простывший, но и усталость сказывается, поэтому извиняюсь за грубый тембр. Но в любом случае, я думаю, что все, что я скажу, вы услышите и поймете. И, скорее всего, и наверняка эта работа поможет многим. К сожалению, многим. Почему к сожалению? Потому что, говоря слово «многие», я имею в виду тех, кто находится в трудном положении, кто болеет, у кого смертельная болезнь. Почему с человеком приключается эта болезнь? Но если вы помните известную мудрость о том, что все наши болезни от нервов. Дело в том, что человек проходит в жизни тяжелую ситуацию, преодолевает это, порой теряет все и восстанавливает все с нуля. Но то, что он проходит, не исчезает бесследно. Это все возвращается в виде болезни. Да, это несправедливо, я согласна. Мало того, что человек проходит ад при жизни, так еще после этого ада он должен восстановить нервную систему. И в какой-то момент может случиться так, что обнаружат врачи нехорошую болезнь. И это дело касается не только онкологии. К сожалению, в нашем мире этих болезней предостаточно, которые могут унести человека в могилу. Ведьмы, они не излечивают. Лечить должны врачи. Но если ведьма помогает человеку, если молит за человека, просит и отправляет назад смертоносные силы, то, естественно, работа врачей дает результат. Без помощи сил не приходится надеяться на результат. Я вам скажу, что достаточное количество людей, с которыми я работала, которым продлевала и продлеваю жизнь до сего дня. Продлеваю. Я вижу, что они хотят всей душой спастись. Не все борются за свою жизнь. Я не виню людей. Иногда люди устают от этого мира. Устают от подлости этого мира. У них душа устает, и они не хотят бороться. Они считают, что достаточно, можно и уйти. Поэтому винить людей я не стану, но все же нужно бороться. Если есть один шанс из миллионов, нужно бороться. Ради себя, ради детей, если вы этим детям нужны еще. Просто потому, что если есть шанс, нужно использовать. И есть люди в данный момент, где-то 5 человек, вот сейчас, последние месяцы, которым я начитываю постоянно и продлеваю жизнь. И когда я своему близкому человеку, который доктор, скинула как-то историю болезни человека, мы искали хорошего врача, я ей отправила это все. Она говорит, я удивляюсь, что она до сих пор жива. И я уверена, что это твоя работа, потому что с тем, что я вижу, просто нереально. Поверьте мне, что реально многое, если человек обращается к силам. Как исцеляли ведуны, колдуны, они изгоняли дух болезни, если возможно было изгнать.
Травы и прочее, друзья мои, это не дает такой эффект. Травы и прочее, травничество, знахарство, да, это замечательно. Они могут вылечить болезни, многие болезни изначально, в начальной стадии. Когда она запущена, травы просто здесь, ну, никак. Там нужны просто уже кардинальные меры, такие более жесткие. Вы понимаете, о чем я. И продлеваем жизнь, пока человек не найдет выход. Сегодня я хочу подарить один очень сильный ритуал. И я хочу предупредить вас изначально. Вы сами можете его проводить, не нужно мне писать заранее. Я вам подробно объясню, естественно, потом Яна внизу пишет, как и что. Но, есть одно но. Когда эта болезнь у вас излечится, то есть оно само не излечится, имейте в виду, вы должны идти к врачу. Не вздумайте делать эти ритуалы, просто сидеть, ждать. Ритуалы помогают укрепить дух. Ритуалы помогают вырвать вас из лап смерти. Но тело, физиологию должны лечить врачи, чтобы эта болезнь через некоторое время снова не вернулась или не укоренилась там. Были и есть древние заговоры, которые усыпляют болезнь, если невозможно ее вылечить. Я одно время усыпляла болезнь у одной женщины, и она прожила еще 7 лет. Ей говорили, что просто там настолько все внутри уничтожено, практически органы, что невозможно. И тогда я поняла, что исцелить этого человека невозможно. И браться нельзя. И, естественно, я всегда настаиваю на том, что обязательно врачи, лекарства. Кто берет лечить людей, не имея профессиональных навыков, тот преступник. Не ходите по этим бабкам, не тратьте деньги и не тратьте свое время, потому что если вы пропустите инкубационный период, все, вас просто ничего больше не спасет. Вы понимаете? Но это очень редкий случай, чтобы действительно уже на таких запущенных стадиях могли помочь. Поэтому еще раз призываю не верить никаким аферюгам, обещающим исцелить, вылечить. Нельзя. Для того и существуют врачи. Испокон веков, издревле всегда существовали врачи наряду с ведьмами. Врачи, которые знают, как нужно исцелить, излечить. Исцелить это немножко не так сказано, да. Излечить. Так вот, я усыпляла в этой женщине эту болезнь. И она прожила еще 7 лет. Но я сказала, что вы должны понимать, что это ненадолго. То есть это вот от силы 7-8 лет тянется. Вы ее усыпляете, запугиваете внутри человека, она спит. И когда они пошли к врачам, и врачи очень удивились, говорят, знаете, вот не развивается как-то, пока стоит вот на месте. Где-то вот год-полтора они проверялись, оно стояло на месте. Но, как я и сказала, собственно говоря, через 7 лет она вернулась, ее забрала. Но в любом случае, я хочу сегодня подарить вам ритуал, как попросить пощады у Мары, богини смерти. Мара, Марена, чтобы она отсрочила ваш уход, чтобы она дала вам возможность за это время найти спасение, найти врача, может быть, найти средства, если вы не располагаете этим. По крайней мере, вам поможет. Я понимаю, что многие люди в нашем мире вынуждены далеко от семьи работать. Это поймет только тот человек, который сам добивался всего ради своих детей. Они вынуждены далеко уехать, работать. Порою себе отказывают во многом, чтобы обеспечить семью. Ценит семья это или нет, уже второй вопрос. Но в любом случае. И поэтому бывают такие моменты, когда человек всю себя просто отдает своей семье, своим детям. Без остатка. И тут вдруг, как снег на голову, узнает о своей болезни.
Эта болезнь требует больших средств, эта болезнь требует лечения и прочее. И вот тот момент не знает, как быть, что делать. Как сделать так, чтобы отсрочить, пока у вас появится возможность. Конечно, то, что вы сразу должны идти к врачу, это не обсуждается. Но, по крайней мере, может быть, вас поставят в очередь, да, и нет возможности, скажем, для бесплатной операции или даже платной, вам должны назначить очередь. Да даже если вы человек состоятельный, можете себе позволить делать эту операцию, в любом случае попросите у нее пощады, чтобы она отвела эти силы смерти от вас, и вы выжили в этой борьбе. И хочу вам сказать, что когда у вас получится, когда вы полностью выздоровеете, когда вам врачи после анализов последних скажут, что болезнь отступила, вы должны откупиться той ведьме, которая вам это подарила. Это не мой каприз. Так нужно для того, чтобы я сама потом за вас не расплачивалась. Потому что это силы смерти. Вы смотрите на тех знахарей, на тех ведьм, которые или стеснялись брать откуп, или считали, что ничего страшного, обойдется. Они платили своим здоровьем, своими детьми, понимаете? Дело в том, что откуп не делается каждый день и раз в неделю. Он делается один раз, когда работа человека или сам человек тебе помог. Согласны? И этот откуп должен быть достойный той работы или той помощи, которая была оказана. Для того, чтобы этот человек сам потом своим здоровьем, своими нервами не заплатил. Тем более, когда это силы смерти, когда силы смерти приходят в жизнь человека, они ни с чем не уйдут. Они должны брать этот откуп. Если не с этого человека, так с тебя возьмут. Потому что они пришли, и ты должна какую-то энергию, какую-то часть, скажем так, какую-то ценность отдать им, чтобы они отстали и ушли. И если это не сделает тот человек, который просит, то это сделаешь ты. Вот почему. Если вы понимаете, что эта помощь, собственно говоря, многого стоит тому человеку, который это отдает, вы должны понимать, почему берутся откупы за очень сильные, за опасные работы. И здесь откуп берется золотом. И золотом не старым, не разодранным, не каким-нибудь там, не знаю, стоящим. Потому как золото считалось самой лучшей откупью от смерти, от смертельных болезней. Вспомните, что оставляют, когда перекидывают болезнь, золото. Что оставляют на могиле, когда сводят болезнь, золото. Именно золото, не серебро. Серебро немножко иной металл. Серебро обладает другими, скажем так, возможностями. Золото считается демоническим металлом, и им откупаются во время сильных работ и ритуалов. Итак, когда вам скажут, что у вас болезнь отступила, и вы вылечились окончательно, вы должны откупиться. Не откупитесь, ваше право, никто за вами ходить не будет, я знать не знаю, кто проведет этот ритуал. Это перед своей совестью и на будущее, когда вы еще раз захотите обратиться к этим силам. Вот почему это нужно делать. И я всегда говорю и повторяю, откуп ведьме в виде определенных предметов, если четко назначено, или еще чего-нибудь, делается тогда, когда уже есть результат. Я считаю, что если есть результат, то человек сам должен понимать, что этот откуп заслуживает того. Согласны? Я помню женщину, которая умирала. Точнее, я извиняюсь, нет, не совсем правильно сказала. Женщина ко мне обращалась насчет своей дочери. Они очень богатые люди, у них собственный банк. Не буду называть, один из ведущих банков России. И на тот момент, я даже помню, когда учителей всех переводили на этот банк, составляли прям карты брать этого банка, чтобы зарплату туда переводить, потому что у них хорошие связи. Они хотели, чтобы их банк там раскручивался.
Они богатейшие люди. У них недвижимость за границей, все такое. Единственная дочь. И выдали они замуж за очень богатых тоже людей. У них там яхт-клубы в Греции, чего только нет. Ну, они здесь живут, конечно, но там недвижимость. Как говорят, за рубежом все думают, что русские самые богатые на земле. Когда мы говорим, что в стране не очень-то хорошие зарплаты у людей и прочее, все удивляются. Знаете почему? Потому что там все острова, все средневековые замки, все закупается нашими олигархами. Поэтому они просто не верят, что вот такой вот богатый, да, вот такая богатая элита, и вот, ну как так вообще? Ну ладно. Они просто не знают, что в нашей стране богатых несколько сотен человек. Так вот, вот из этой сотки, да, в эту сотню входит и эта семья. И у их дочери непонятная болезнь. Понятное дело, что это, как бы скажем, наслано. Она вышла тоже за богатых, очень богатых. Там тоже единственный сын. У них есть маленький ребенок, то есть внучка их общая. Одним словом, это наследники очень богатых домов. И, естественно, там есть зависть, ненависть, там есть все что угодно. Тем более этот парень женился на ней, а когда-то любил другую, встречался с другой, и та девушка решила так отомстить. Естественно, я им сказала, что и как. Естественно, они сказали, да, это так и есть. Все имена, все там места, как, чего, все совпало. И я сказала, я могу помочь вашей дочери. Но при условии, что после того, как я ей помогу, вы откупитесь, как посчитаете нужным. Я не назвала, что надо делать для меня, как. Я сказала, вот как вы посчитаете нужным, как вы оцените жизнь своего единственного ребенка, так вы и откупитесь. И знаете, что они мне сказали? Ой, а вдруг поможет? И что мы тогда будем тратиться? Ну, а вообще-то же не берут, там сколько дадут. Ну, так же принято, говорит мне женщина, у которой собственный банк в России. Женщина, у которой зять владеет там всеми яхт-клубами, там, не знаю, в Салониках и так далее. Говорит мне женщина, для которой, не знаю, $1000 в день тратить, это вообще ни о чем. Говорит мне женщина о своем единственном ребенке. А вдруг, если поможет, нам что, придется, значит, оплачивать это? Ну, вообще-то же, как бы, отдают сколько не жалко же. Так должно быть. Я сказала, вот как вы оценили жизнь своего ребенка, так жизнь своего вашего ребенка и пойдет. Я не помогла и не собираюсь. Не потому, что мне не жалко эту молодую женщину, а потому что люди все равно это не оценят. Понимаете? Все равно это не поймут. Все равно это припишут к какому-то случаю. Так совпало. Хотя они ходили везде, начиная от алтайских шаманов и заканчивая там кем угодно. Поэтому, если вы думаете, что вот, знаете, может, у кого-то создастся такое впечатление, мнение, что, ну как, если человеку скажут, что ты вылечилась и ты не умрешь, что значит, если хотите откупиться? Конечно, хотим, конечно, должно. Да, нормальный человек так думает. Но я просто вам говорю в предисловии, что не все так думают, как вы считаете. Чем богаче люди, тем жаднее до копеек, понимаете? Так что просто вам говорю, не будете откупаться, никто за вами ходить не будет, никто вам звонить, напоминать не будет. Но в следующий раз эти силы вам просто не помогут. Вот и все. Потому что это неуважение к ним лично. Итак, что мы делаем? Вы берете водку, вы берете сладости, разверните конфеты, если это у вас. Берете рюмку, черный хлеб и идете, ну, заранее можете найти на кладбище безымянную могилу. На том кладбище, куда вы больше никогда не зайдете. Запомните это. Но если надо будет повторить, вы должны повторить на другом кладбище, куда вы опять никогда не зайдете. Знаете, иногда люди так интересно, ну а что нам делать, а вот у нас кладбища нет. Послушайте, у вас есть друзья, товарищи, близкие люди, которые хотят вам помочь. Пусть они вас отвезут поближе к этим кладбищам, вместе с вами зайдут,
Вдалеке встанут, подождут, вы это сделаете, начитайте, сядете в машину и уедете. Если человек хочет спастись, он найдет выход. Но иногда не бывает нужды найти и второе кладбище. Чаще всего первый раз проведения уже этого ритуала дает результат. Далее вы должны взять печень. Печень с кровью. Печень можно говяжью, свиную, баранину, без разницы. Целую печень, да. Если там разрезали по кускам или там просто разрезали сверху, ничего страшного. Но печень должна быть целая. В этом тоже вопрос. А если они же огромные такие. Да, они огромные такие, но ваша жизнь стоит дороже. Поэтому вы должны купить целиком. Вы понимаете, что нельзя целостность нарушать. Вы хоть раз видели, чтобы я сломленные свечи зажигала? Нет. Целостность нельзя нарушать. Печень значит вся печень. И никаких вопросов. Почему? Потому что так надо. Начитали на могиле безымянный. Смотрите, открывайте водку, выливайте, плеснули немного на могилу, немного налили на стакан. Сверху поставили черный хлеб, кусочек. Развернули эти конфеты, положили на могилу. Зажгли 13 черных восковых свечей. И 13 раз на эту могилу начитали. На эту безымянную могилу. Что такое безымянная могила, мне вам рассказывать. Там, где уже не написано, нет надписи, непонятно, кто захоронен. Начитали 13 раз и будьте осторожны. Ну, сейчас зима, не страшно, но где-то, может быть, погода не такая, скажем так, зимняя, да? Будьте осторожны, там бывает и сухая трава, чтобы не загорелась. Очистите, значит, немного. 13 свечей, водка, рюмка новая, черный хлеб, сладости. Все сделали, как я вам объясняю. Встали у ног мертвого. Обычно ноги расположены там, где камень стоит, где памятник. Ну или крест стоит, да, если это безымянная могила. В любом случае, понятное дело. С обратной стороны. Голова всегда там, где то есть человек стоит, да, а памятник ставится у ног. Становитесь у ног покойного. Никаких слов, никаких приветствий, ничего не надо. Читайте. 13 раз начитали. Все. Взяли свою сумку и пошли. И на первом же перекрестке от этой могилы, но для того, чтобы хорошо понять, заранее ездите, найдите эту могилу, посмотрите перекресток. Все подготовьте, а потом поезжайте, сделайте. Там, где ваши родные захоронены, там нельзя провести, еще раз скажу, да, на всякий случай. Это должна быть совершенно иная могила. Проводите днем, но под вечер. Вот когда начинает чуть-чуть темнеть. Сейчас быстро темнеет, сейчас после 4 уже можно провести. Ночью не надо туда. Но вот когда начинает чуть-чуть темень, не обязательно вглубь уходить в могилы. Если боитесь одна идти, попросите кого-нибудь из мужчин, знакомых, там, друзей. Пусть они придут, молча стоят. Там нельзя балаган устраивать. Они далеко, пусть молча стоят и не смотрят, что вы делаете, как вы делаете. Подождут вас. Вы приходите, пока вы не зайдете, не сядете в машину, не поедете, ни одного слова не говорите ни с кем. Дальше. Вот вы начитали 13 раз. Идете, выходите. Не закрывайте калитку. Оставьте калитку открытой. Выходите, идете и на первом же перекрестке, значит, вытаскиваете эту печень, кладете на перекресток. Неважно, что там собаки, кошки сидят, это вас пусть не беспокоит. Кладете туда и говорите: это матушке Мари откуп. Все. Больше никаких слов и уходите. Еще раз объясняю. На кладбище будьте осторожны. Ничего не забывайте. Ни очки, ни часы. Проверьте карманы, чтобы у вас там не было мелочи, чтобы она не упала. Мелочь не должна упасть на кладбищенскую землю. Я много кого так отчитывала. Мелочь упала, вы место купили. Ни с кем не говорите, не болтайте по телефону. Лишнего ничего не... Это мир мертвых. Это их территория. Пришли, быстро сделали, уходите. Я, когда прихожу на кладбище, я вот там минут 15, полчаса все сделала, ушла. Я там лишнего не говорю. Это должно быть очень быстро. Сделано, начитано и ушли.
чтобы сразу эта сила начала работать. Идете, не оглядываясь. Даже если вам покажут, что вас позвали, даже если вам захочется повернуться, посмотреть, что там происходит, не оглядывайтесь, потому что вы их не видите, но они следом сразу идут. Как только вы начитали, оставили откуп, они приходят, эти сущности. И если вы повернулись, вы их забираете с собой. Вам придется переделывать. Понимаете меня, о чем я говорю? Далее. Сущности кладбища. Если вы заметили, зимой на кладбище всегда теплее, чем на улице. То есть, за оградой кладбища. Там очень большая концентрация энергии. Тяжело. Некоторым людям на кладбище находиться очень тяжело. А некоторые любят гулять по кладбищу. Это их успокаивает. Это тоже не нужно. Я знаю людей, которых духи буквально толкнули из кладбища. Прям вот спину толкнули, и она чуть не упала. Это тоже не нужно делать. Потому что это мир мертвых. Туда идут по определенным задачам, для определенных целей. Может быть, к родным, к близким, может там покрасить ограду и так далее. Это не парк для отдыха. Многие кладбища сейчас в городе открыты. И через них дорога. Люди идут на работу, обратно. Омерзительная вещь. И неправильная. Потому что все, кто там лежит, не от хорошей жизни. Кого-то убили, кто-то мучительно умирал. Вы понимаете, там энергия собирается просто. Вся эта энергия смерти. И люди просто каждый божий день этой энергией себя осеняют. На это кладбище больше вы явиться не должны. У вас болезнь начнет отступать, у вас найдутся сразу врачи, которые вам прооперируют, сразу вам продвинут очередь. Очень может быть, что вы попадете под какую-то государственную какую-то программу, и вам сделают бесплатно и так далее. Вы сами поймете, как вам начнут помогать силы потустороннего мира, как только Мара отзовет своих духов смерти обратно. Вот это самое главное. Отозвать духов смерти. А потом откупиться или нет, это дело совести. Если вы не боитесь этих сил настолько, смелый человек, можете не откупаться. Если вы не переживаете, что они потом с вас все-таки возьмут и по-другому. Итак, начнем. Слова следующие. Мольбой черной, с поклоном и почтением, с великим уважением я обращаюсь к тебе, Мара Великая, Мара Многоликая, не спеши меня забирать. Разверни от меня свою рать. Духов смерти от меня за 9 верст отгоняй. А смертоносные силы на безымянную могилу отправляй. Отгони от меня смерть. Коли смерть ночью придет, то меня не найдет. Коли днем придет, так ни с чем уйдет. Яма не по мою душу зарыта. Мне еще жить, землю топтать, жить-поживать, мертвым в земле лежать, а мне здоровой бежать. Мара Великая, Мара Многоликая, не спеши меня забирать. Разверни от меня свою рать. Славься, Мара, заклинаю. Мольбой черной с поклоном и почтением, с великим уважением я обращаюсь к тебе. Мара Великая, Мара Многоликая, не спеши меня забирать. Разверни от меня свою рать. Духов смерти от меня за 9 верст отгоняй. А смертоносные силы на безымянную могилу отправляй. Отгони от меня смерть. Коли смерть ночью придет, то меня не найдет. Коли днем придет, так ни с чем уйдет. Яма не по мою душу зарыта. Мне еще жить, землю топтать, жить-поживать, мертвым в земле лежать, а мне здоровый бежать. Мара Великая, Мара Многоликая, не спеши меня забирать. Разверни от меня свою рать. Славься, Мара. Еще одна деталь. Во избежание всякой хрени, всяких тупоголовых существ. Если ведьма объясняет полностью, что нужно делать на кладбище и как идти, это не опасно для людей. Не обязательно идти туда с погостными духами, дружить и так далее. Вам не работать на этом кладбище, чтобы вы с погостными духами дружили, еще там какие-то хороводы водили. Вам не работать. Вы приходите просить. Вас научили и сказали, как это сделать. И вы идете и это делаете. Понимаете? А для людей, которые должны работать с кладбищем, да, это важно, все остальное. Так вот, если вам нравится слушать всяких существ безмозглых, то, пожалуйста, слушайте их дальше. Я работаю и дарю свои работы для разумного человека. Для человека, который понимает, что все, что делается, в его пользу. Еще один момент.
Такое может провести человек, у которого есть тяга к самоубийству. Если постоянные мысли убить себя, если постоянные мысли уйти, нежелание жить, если у вас там аварии и прочее, это проводить нельзя. Это должна отчитывать ведьма. Туда вы не лезьте. Это совершенно другое. Здесь только болезни душевные, болезни физические. Если у вас тяга к самоубийству, если у вас такие мысли, тоже можно провести. От глубокой депрессии можно провести, тоже очень сильно помогает. То есть отводит эти смертоносные силы, потому что все эти моменты, они на самом деле привлекают смерть. То есть они притягивают смерть, они внушают человеку, чтобы он ушел из жизни. Давайте еще раз. Мольбой черной, с поклоном и почтением, с великим уважением я обращаюсь к тебе. Мара великая, Мара многоликая, не спеши меня забирать. Разверни от меня свою рать. Духов смерти от меня за 9 верст отгоняй. А смертоносные силы на безымянную могилу отправляй. Отгони от меня смерть. Коли смерть ночью придет, то меня не найдет. Коли днем придет, так ни с чем уйдет. Яма не по мою душу зарыта. Мне еще жить, землю топтать. Жить-поживать, мертвым в земле лежать, а мне здоровой бежать. Мара великая, Мара многоликая, не спеши меня забирать. Разверни от меня свою рать. Славься, Мара, заклинаю. Все остальное я вам объяснила. Дарю вам еще одну работу на свой страх и риск. Объясню, почему. Такие работы, когда даришь, если люди не делают потом вот те самые откупы, те самые подношения и прочее, к сожалению, платишь ты. Но ради хороших людей, ради людей достойных, чтобы их не наказать вот из-за никчемных существ, я все-таки иду на этот риск. Я надеюсь, что когда-нибудь придет время, вы это оцените. И поверьте мне, это нелегко и непросто. Такие сильные работы просто так дарить людям, это чревато. И это очень большая ответственность. Если люди к этому несерьезно отнесутся, то потребует ответ с меня. Это всегда было, есть и будет. Просто людям кажется, что все, что дарят, если это дарят, значит, это легко дается. Ошибаетесь, очень сильно ошибаетесь. Просто закулисную жизнь ведьм вы не знаете. Вы такой жизнью жить бы не смогли ни одного дня. Все, удачи вам, друзья мои.